Как известно, что не все люди относятся к своим детям заботливо и ответственно, а подчас из-за своих личных амбиций и прихотей вообще бросают своих детей на произвол судьбы или оставляют их один на один с опасностью. А животные, в том числе и дикие звери, удивляют нас тем, что умеют различать добро и зло, идущее к ним от людей, и никогда не оставляют детенышей или сородичей в беде. Поэтому иногда они рискуют своей жизнью, идя к человеку за помощью, доверяясь ему всецело, чтобы спасти своих детенышей или сородичей. Это было в сибирской тайге Приморского края, летом. Охотник Матвей жил в маленькой деревушке Сосновка, примыкающей к самому лесу. У него был пес-овчарка Пират. Однажды Матвей встал рано утром, часов в 6 утра, и пошел кормить пирата. Он собирался пораньше выйти на охоту. Пират почему-то бегал по двору, его что-то беспокоило, он даже не подошел к корму. «Ты что, пират, заболел, что ли?» — сказал Матвей. Подозвал пирата к себе, пес прижался к Матвею, охотник погладил его по голове и еще раз предложил ему еду, но пес есть не стал, насторожился, навострил уши и смотрел в сторону большого леса. Вдруг Матвей услышал странный рев, несущийся совсем рядом со стороны леса. Из лесной чащи вышел огромный медведь и направлялся к дому охотника. Матвей оторопел от внезапности такого поведения медведя. Зайти так близко к людям в деревню, он увидел, что прямо на него шла большая медведица. Зашла во двор, встала на задние лапы, оскалив пасть, громко заревела. Охотник стоял на крыльце дома. Матвей осторожно, не делая резких движений, зашел в открытую дверь дома, быстро взял ружье и решил выстрелить в зверя, другого выхода он не видел. Но выйдя снова на крыльцо, Матвей не решился стрелять в медведицу. Она продолжала стоять, смотрела на охотника, но уже не ревела, выжидала действий Матвея. Дело в том, что охотник хорошо разбирается в повадках этих животных и понимал, что просто так этот дикий зверь не подойдет к людскому жилью, тем более к человеку-охотнику с ружьем. И медведица понимала, что у Матвея в руках ружье, которое может выстрелить в нее. Матвей подумал, раз медведица решилась зайти прямо во двор дома, значит, у нее на это есть серьезные причины. Но охотник должен сейчас понять, что медведица хочет и как ему вести себя дальше. Медведица стояла до сих пор на задних лапах и опять громко заревела, оскалив пасть. Матвею пришлось выстрелить в воздух, чтобы хоть как-то разрядить эту ситуацию. Охотник был в замешательстве, он внимательно следил за каждым движением медведицы. Она, в свою очередь, тоже понимала, что Матвей за ней внимательно следит. Медведица опустилась на 4 лапы, поглядела на Матвея и, оглядываясь время от времени, пошла к лесу, как бы зовя его с собой. Охотник понял, что что-то произошло там, в лесу, и медведица пришла к нему за помощью. Матвей позвал пирата, взял ружье, охотничий нож, и они вместе последовали за медведицей. Но что там произошло, Матвей не мог знать. Медведица свернула к озеру, и тут охотник стал догадываться, почему она туда его зовет. Вероятно, именно в озере с ее медвежатами случилась беда, а мать-медведица уже не могла им помочь, поэтому и пришла за помощью к человеку в деревню. Но Матвей понимал и то, что если у медвежат не хватит сил долго барахтаться в воде, тогда они погибнут, захлебнутся. Подойдя к озеру, охотник увидел вторых маленьких медвежат, которые запутались в какой-то проволоке и сети недалеко от берега и никак не могут выбраться на сушу. Один медвежонок был уже очень ослаблен, почти не двигался, другой еще барахтался в воде. Медведица подошла к ним очень близко, пытаясь зубами освободить их из проволоки и сети, обернулась и посмотрела в глаза охотнику, как бы умоляя его побыстрее помощь медвежатам. Сама отошла в сторону, дав понять, что она не причинит вреда ему. Матвей зашел в воду, достал свой нож, разрезал сети, освободил из проволоки лапы медвежат и вынес их на сушу. Медвежата очухались, прочихались от воды и уже через 2-3 минуты бежали к своей маме-медведице. Она их нежно облизала от воды, потом посмотрела одобряющим взглядом в сторону Матвея и со своими медвежатами ушла в гущу таежного леса. Вот такая трогательная история приключилась в таежной деревне Сосновки.